Я ничто не ждала в жизни из покупок так долго, как этот мерч. Всем привет! В этом видео распаковка мерча из Artist Made Collection от BTS, мерч, дизайн которого придумывали Бантан, и Бантан же следили за качеством исполнения. Армии я только с 22 года и пропустила первые продажи. На первых предзаказах этого мерча была такая битва, что играли роль секунды. Все очень быстро ушло в солд, и тогда кто купил, тот купил. В декабре 23 года открылась новая волна предзаказа, и я приобрела все, что собиралась. Рассылать мерч начали только в мае 24 года, и вот только в июне я получила свои посылочки и распаковала их. Ну, презентацию этих продуктов самими Бантан никому не переплюнуть. Если вы еще не смотрели Artist Made Collection Show, вперед, это посмотреть важнее, чем мое видео. В своем видео я постараюсь акцентировать внимание на деталях мерча, поделиться опытом использования, и также я переведу тексты из вложенных логов. Я не нашла перевода логов на русский, поэтому вот мой вольный перевод. Он может быть не точным, поскольку я переводила с английского, то есть я переводила перевод на английский с корейского. Вы можете поправить меня в комментариях. Я опиралась на 4 источника, ссылки на них оставлю в описании к видео. В корейском пунгён — это музыка ветра, музыкальная подвеска, ветряной колокольчик. На русском много разных названий для этой штуки. Обычно в виде рыбки, но эта рыбка выглядит иначе, можете загуглить, посмотреть, как она выглядит. И это обычно довольно большой объект. Такие колокольчики можно увидеть скорее в храмах. Намджун же сделал уменьшенную милую версию пунгёна в виде пунапана. Пунапан — это корейский десерт в виде рыбки. Мерч, который мне очень понравился, но я его не взяла. Это цветочные горшочки от Хобби. Я отказалась от идеи купить их, потому что подумала, они тяжелые, габаритные, и я разорюсь на доставке. А еще с ними тяжело переезжать. А вот когда я брала блокнот Шуги, про его вес я что-то не подумала. В итоге у него самая тяжелая коробка. По ощущениям, под 3 килограмма. Мои весы показали 2300. А все потому, что в наборе 3 дополнительных блокнота. Юнги говорил, что хочет, чтобы было незаметно, что это мерч, и чтобы можно было использовать его без стеснения, например, на работе. Мне, как поклоннику, грустно слышать, что даже он считает, что можно стыдиться увлечения банданами, но в целом, пожалуй, бывает ситуация в жизни, на работе, когда не хотелось бы, чтобы какая угодно личная информация была известна и влияла на дело. Намджун тоже говорил, что хочет, чтобы по мерчу не было понятно, что это мерч. На самом деле, в итоге, это очень хорошо характеризует практически весь мерч этой коллекции от Бантан. Для меня это большой плюс. Мне приятно иметь возможность носить мерч, аккуратно вплетая его в свой образ и в жизнь. Да и в целом я люблю стильный минимализм. Наверное, потому что я отчасти миллениал, хотя у меня все равно есть мысль обклеить обложку стикерами. Обожаю это ощущение, когда впервые открываешь мерч, когда впервые открываешь карточки, фотографии. Вот в этом случае making log. Я очень кайфую от того, что сделали вот такой making log, где заметки о том, как происходил процесс. Обложка блокнота сделана из приятного материала, который, скорее всего, не будет махриться со временем. И это была идея Юнги. Он просил сделать что-то похожее на кожу Суфиана. С одной стороны, мне очень нравятся вертикальные блокноты. Я помню, в ходе учебы мне показалось, что в них гораздо комфортнее писать, типа руке не мешается переплет. И тут этот блок листов очень плотно сидит внутри, не болтается, не будет вылетать. Минусом, пожалуй, я считаю только то, что его как-то странно. Ну, то есть, если не вырывать листочек в процессе заполнения блокнота, то его как-то, получается, надо еще листать дополнительно вертикально, и вся эта бандура занимает много места на столе. Очень милая подвесочка с логотипами с одной стороны Бантан, с другой стороны Арми. Мне нравится огромное количество карманов. Ручка, мне кажется, обычная совершенно, с логотипом. Явно все усилия бросили скорее на сам блокнот. А Юнги говорил, что можно записывать свои мысли в этот блокнот, а потом вырывать листочек. Вот, если использовать его в такой манере, то, пожалуй, это действительно удобно. Пожалуй, я попробую использовать, и этот блокнот именно так, как задумывал Юнги. Записывать всё, что приходит в голову, а потом, если что, вырывать. Мне этого хватит, я просто даже не знаю, насколько. Я реально часто использую блокноты, у меня есть блокноты под разные цели, но тут прям 3 блока дополнительных, то есть их всего 4. Качество обложки, я считаю, шикарное.
Очень красивенькая маленькая штучечка. Мне прям нравится. И магнитная обложка, да. И вот эта штучка тоже держится очень хорошо. Короче, я даже не знаю никаких недостатков. Он огромный. Единственный недостаток, прям как ноутбук. Сравнение с размером моей ладошки. Следующий мерч, который я взяла, это сережки Чимина. Ну, что тут сказать, я люблю сережки, как и Чимин. Я люблю серебро, я люблю кольца, сережки в виде колец. И с тех пор, как они у меня появились, я реально постоянно ношу. А еще бижутерия — это такая вещь, которая подойдет вне зависимости от того, какая у тебя фигура, рост и всякое такое. Ну, потому что часто, когда я смотрю на мерч в виде одежды, у меня возникает мысль, что, блин, ну, конечно, это все красиво, но а вдруг мне не подойдет? Так вот, сережки вам точно подойдут. И я не знаю, есть что-то такое очень трогательное в том, что ты находишься где-нибудь во внешней среде, может быть, переживаешь о чем-то, и вдруг вспоминаешь, что на тебе сережечки, на которых есть маленькие циферки, число 13, и что это что-то, что связывает тебя с Чимином, спонтан, с тем, что тебе дорого. Это какой-то вид поддержки. Для меня, по крайней мере. Единственное замечание по поводу ношения этих сережек, которое я могу сделать, это будьте с ними очень аккуратны, не используйте силу, очень легко согнуть вообще вот любую часть, ту, которая как гвоздик. Если немножечко на них надавить, то вот эти два кольца, они согнутся, поэтому очень аккуратно. И второе, мне, может быть, в моей партии просто так не повезло, но именно в моих сережках застежка очень неплотно держится на гвоздике. После того, как эти застежки пару раз слетели у меня с сережек, и сережка тоже слетела, к счастью, это все происходило у меня дома, а не где-то на улице, я реально испугалась за то, что я могу потерять эти серьги. И поменяла застежки на застежки от других гвоздиков, которые сидят более плотно. Рекомендую обратить на это внимание, если у вас тоже появятся такие сережки или уже они есть. Мне так нравится коробка от этих сережек. Я на данный момент храню в ней всякий мелкий мерч, который у меня не используется в данный момент. Хочется вставить видео, где Юнги кричит «J-Hope!», но мне лень. Дальше на очереди сумка Хобби. На самом деле я именно с нее узнала о том, что вообще существует такая коллекция. Посматривала на то, за сколько продают на eBay эту сумку, ужасалась, смотрела на реплики, думала, блин, как-то не трудно носить реплику. Потом бам, объявили предзаказ дополнительный. И я подумала, блин, надо брать. Из-за особенностей покраски каждая сумка немного уникальна. Мне очень нравится то, какие красивые разводы на моем экземпляре. На мой взгляд, здесь не хватает внутренних карманов. В этой сумке есть только один внешний карман, а второе отделение, оно большое и цельное, без каких-либо дополнительных маленьких кармашков. Красивые замочки с бегунками в виде звеньев больших цепей придумал Хобби. Мне кажется, в этой сумке прям дух Хобби. Посмотрите, как он выглядит рядом с ней. Мне кажется, никто не сможет носить ее лучше. Здесь есть вот такой ярлычок, на котором написано курсивом «Made by Hope». Если посмотреть видео про создание сумки, там Хобби просит заменить надпись на другой шрифт. И мне кажется, после этого изменения прям стало выглядеть совсем клёво и органично. Но эта сумка такая вещь, о которой действительно стоит заранее подумать. Сможешь ли ты ее носить? С чем ее носить? Не будет ли странно носить ее, если ты не подросток? У меня нет такого потрясающего чувства стиля, как у самого Хобби. И для меня небольшая проблема понять, как бы подобрать под что эту сумку. Но тем не менее, это не то же самое, что сумка с картинками с мангом. У меня был такой эпизод в жизни, когда я схватила ее в магазине и взяла, а потом поняла, что я не знаю, как это можно носить, если тебе не 15. Я не сразу поняла, как использовать эти штучки в пакетике, но в итоге разобралась. Стоит отметить, что цепи очень сильно гремят. Вот эти маленькие штучки, которые и прилагаются в пакетике к сумке, они, видимо, для того, чтобы укорачивать цепочку.
Средняя часть, если ее раскрутить отверткой в середине, она начинает шевелиться. Вот здесь она прям плотно стоит, поэтому нужна отвертка. На втором, в принципе, они одинаково плотно стоят, но оставляют достаточно пространства для того, чтобы попробовать их туда, чтобы туда засунуть звенья цепи. Вот берем с одной стороны, так, очень все грохочет. С одной стороны засовываем эту штуку на вот это звено, с другой берем какое-нибудь звено повыше. Вот. И для надежности хорошо бы еще закрутить отверткой. И цепь становится короче. Так. С другой стороны нужно укоротить на такую же длину, иначе вот эта часть окажется не на плече. Это первое. Можно использовать для укорачивания цепи. Вторая мысль, которая мне пришла в голову. Лично мне не очень нравится, что при ходьбе, вообще, если ходить с этой сумкой на плече, то вот эти места, они очень звенят. Мне кажется, что можно вот этот кончик, который очень длинный, болтается. Наверное, это элемент дизайна, и хобби так задумывал, но мне кажется, можно этот кусочек сделать покороче. Он тоже будет, конечно, звенеть, но точно так же можно взять и, например, куда-то вот сюда прикрепить этой же штучкой. Тогда, в принципе, оно все еще будет звенеть, но оно не будет так сильно болтаться. Но это, конечно, кому как нравится. Есть еще один момент, который мне не очень нравится в этой сумке. Если носить ее на плече, то она наклоняется немного в бок. Видите? Из-за того, что она довольно тяжелая для таких цепей, и крепление как-то уезжает и не по центру находится. Худи Чонгука, которое я ждала, возможно, больше, чем весь остальной мерч из этой коллекции, но в итоге оно мне не подошло. Я думаю, что самое важное, что вам нужно знать про это худи, это то, что оно реальный оверсайз, прям большой, и рукава похожи на летучую мышь. Все замеры на самом деле есть на странице продукта, просто я не особо думала о них, когда заказывала, и заказала самый большой размер XL, потому что я сама высокая, и размер у меня L и иногда XL. И я думала, что мне нужен самый большой размер, к тому же я боялась, что рукава будут коротки, но нет. Тут с оверсайзом все абсолютно в порядке. Это просто мега-гига оверсайз. И мне кажется, что мне нужен размер меньше. Возможно, на 2 размера меньше. Я поняла, что я не совсем фанат мега-гига оверсайза. Но по качеству худи просто потрясающее. Во-первых, оно теплое, скорее всего, но при этом изнутри нет флиса. Довольно плотная ткань. Чунгук говорил, что ему не нравится, когда внутренняя часть липнет к телу. Тут, да, ничего не липнет. Я, в общем, даже не стала открывать конверт, где making log и карточка, потому что подумала, наверное, я не смогу это носить, и мне нужно попробовать продать его. Но я прочитала полностью перевод его и приведу вам его все равно. Все, всем спасибо. В общем, худи я попробую продать. Все остальное просто супер.